Алло, да. Да, здравствуйте, это Кулуар? Добрый день, да, это Кулуар. Я вот хочу на Эверест подняться. Подскажите, что мне для этого надо? Скажите, какой у вас есть высотный опыт? Ну, я особо в горы не ходил. Лет 7 назад был в Крыму в горах, и в этом году на Пипи-Ван поднимался. Но я так занимаюсь КПР и достаточно активно веду образ жизни. Отлично, отлично. А скажите, вы знаете, сколько стоит восхождение на Эверест? Ну, я слышал, но я так понял, что можно недорого подняться. Ну, смотря что для вас недорого. В среднем восхождение обходится примерно от 50 тысяч. Кроме этого, вам нужно будет пройтись еще на несколько вершин, чтобы понять, что такое высота. И усиленно тренироваться. Вы готовы так стараться и напрягаться ради достижения цели своей? Ну да, это не проблема. Хорошо, тогда скоро я вам все скину. Ага, хорошо, буду ждать. Спасибо. Все, до свидания, пока. До свидания. Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний. И только что я снял пример такого весьма регулярного и в то же время весьма адекватного диалога. Почему адекватного? Потому что человек, не имея фактически никакого высотного опыта, имея лишь смутное представление о стоимости экспедиции на Эверест, готов тренироваться, готов работать над собой и готов ходить на вершины пониже. Для такого человека восхождение на Эверест более чем реально. У меня есть на канале детальные видео о стоимости восхождения на Эверест. Оно рассказывает об актуальных ценах на весну 2020 года, того сезона, который отменился из-за коронавируса. Понятно, что каждый год цены будут понемногу расти, но тем не менее общее понятие и общую вилку цен вы можете получить. Для восхождения на восьмитысячнике, в том числе и на Эверест, нужно, чтобы совпало три основных фактора. Это наличие денег, времени и здоровья. Конечно, это при условии, что вы уже имеете необходимый минимальный высотный опыт. В этом видео я хочу детальнее остановиться и полностью раскрыть вопрос именно необходимого высотного опыта для попытки восхождения на Эверест. А в конце видео я приведу несколько типичных примеров и цепочек необходимых вершин. Друзья, а вы пока напишите внизу в комментариях, мечтаете ли вы подняться на Эверест и какой минимальный необходимый опыт, по вашему мнению. Посмотрим, совпадет ли он с моим пониманием. Наша цель – Эверест, высочайшая вершина мира, высотой 8848 метров. Восхождение на Эверест по классическим маршрутам не имеет особой технической сложности. Вам достаточно передвигаться вверх и вниз по веревкам и ходить в кошках. Основная проблема – это запредельная высота. Поэтому наша основная задача – набираться именно высотного опыта, а не технического. Кстати, по поводу высоты и горной болезни у меня есть детальное видео, где я максимально полно и простыми словами рассказываю, что такое горная болезнь. Переходите, смотрите, вам будет полезно. Я предлагаю разбить наши вершины на 4 ступени шагом по 1000 метров. Мы начнем с 5000. Почему с 5000? Потому что восхождение на 5000 возможно без предыдущего опыта. В моем списке будут вершины, фактически не имеющие технической сложности или имеющие минимальную техническую сложность. Я предоставлю краткое описание вершины, расскажу о сезонности, чтобы вы могли примерно составить свой план восхождения. А также внизу оставлю ссылочки на все программы, вы сможете перейти к ним, ознакомиться более детально или же записаться и пойти с нами в горы. Первая ступень – это наш первый высотный опыт. Вершины выше 5000 метров. Открывает список Казбек. Высота 5033 метра. Это базовые 5000, но очень круто, что Казбек – это снежная вершина, имеющая некоторую техническую сложность. Вам нужно будет научиться передвигаться в связках и ходить в кошках. Всем этим навыкам вас научат гиды уже непосредственно во время программы. Лучший сезон – лето.
Эльбрус высотой 5642 метра. Имеет две вершины, восточную и западную. Можно подниматься на любую из них. Технически Эльбрус по классическому маршруту легче, чем восхождение на Казбек. Но за счет того, что Эльбрус выше, он очень хорошо позволяет прочувствовать высоту. Лучший сезон – лето. Арарат. Высота 5137 метров. Пожалуй, из моего опыта, если вы раньше никогда не ходили в горы, то Арарат это будет лучшим началом ваших восхождений. Вершина чуть больше 5000, не имеет никакой технической сложности. Но в то же время штурмовой день относительно короткий, но позволяет прочувствовать, что такое настоящее восхождение. Также на Арарате есть отличный сервис. Еду для нас готовят местные повара, а все наши вещи носят лошади. Лучший сезон для восхождений по-прежнему лето. Килиманджаро. Высота 5895. Килиманджаро это уже почти шеститысячник. Но за счет того, что он находится близко к экватору, высота переносится значительно легче. На Килиманджаро, пожалуй, лучший сервис в горах, который я встречал. Здесь есть повара, здесь есть портеры, здесь много высотных гидов. И само восхождение проходит весьма комфортно. На Кили можно подниматься фактически во время всего года, за исключением 2 месяцев. Это сезон дождей, это ноябрь и апрель. Килиманджаро, как и Эльбрус, входит в программу 7 вершин. Вулкан Арисаба 5636 метров. Это не самые легкие 5000. Штурмовой день по сложности чем-то напоминает штурмовой день во время восхождения на Эльбрус. Но в то же время сервис на горе намного комфортнее. Вам не нужно носить своих рюкзаков больших. И также есть повара, которые будут готовить нам еду. Кроме того, восхождение на Арисабу это еще возможность познакомиться с культурой и колоритом такой экзотической страны, как Мексика. Лучший сезон для восхождений – наша осень-зима. Трекинг к Эвересту лучше через озера Гокио. Максимальная высота 5645 метров. Пускай трекинг это не настоящее восхождение, но во время этого трека у нас есть восхождение на 2 таких небольших предела Гималаев горки высотой выше 5000. И есть такой солидный перевал высотой 5420 метров. Кроме того, мы проводим около 9 ночей на высоте выше 4000 или даже ближе к 5000. То есть этот трекинг дает возможность прочувствовать высоту намного больше, чем многие из перечисленных мною восхождений. Лучший сезон – это весна и осень. Итак, мы сходили на 1 или несколько 5000-ников. И пора двигаться дальше, выше, на вершины 2-й ступени – 6000-ники. Island Peak. Высота 6189 метров. Самый популярный трекинговый пик Непала. И если вы еще не ходили на трекинг к базовому лагерю Эвереста, то я бы вам сильно рекомендовал восхождение на Island Peak. Потому что в программе восхождения вы сначала идете трекинг к базовому лагерю, а потом уже поднимаетесь на вершинку Island Peak. Лучший сезон – весна и осень. Mera Peak. Высота 6461 метр. Mera Peak – это самый высокий трекинговый пик Непала. Находится в национальном парке Макалу-Бурун, и программа не пересекается с трекингом к базовому лагерю Эвереста. Именно поэтому всем, кто уже ходил в трек к Базлагу, я бы рекомендовал именно восхождение на Mera Peak. К тому же это уже 6500, а это такой большой шаг по высоте на нашем пути к Эвересту. Лучшие сезоны для восхождения – весна и осень. Аконкагуа – 6962 метра. Аконкагуа – это высшая точка Аргентины, Южной Америки. Это самая высокая гора в мире за пределами Азии. Восхождение не имеет никакой технической сложности, но это уже почти 7000 метров. Лучший сезон для восхождения – январь и февраль. И восхождение на Аконкагуа входит в программу 7 вершин. Чимборасо – 6384 метра. И в то же время это самая удаленная точка от центра Земли. Находится в Эквадоре. Хотела сюда поехать этой зимой, но, к сожалению, карантин и коронавирус испортил все планы. Но об Эквадоре я слышал очень много хороших отзывов и обязательно сюда приеду, может, в следующем году. Лучший сезон для восхождений – конец осени, зима. МакКинли
или Денали. Высота 6189 метров. Это высшая точка Северной Америки. И несмотря на относительно небольшую высоту, это самая холодная, самая сложная и самая рабочая вершина со всех во второй ступени. Лучший сезон для восхождения – конец мая, начало июня. Входит в программу 7 вершин. Ну вот мы и сходили с вами на пятитысячники, сходили на шеститысячники. И пора переходить к вершинам третьей ступени, к семитысячникам. На самом деле доступных семитысячников не так уж и много. И начну я с Аконкагуа. Да, вы скажете, что я ее уже называл и что это не совсем 7000, но именно Аконкагуа на данный момент считается таким достаточным пропуском по высоте для попытки восхождения на Эверест. Пик Ленина. Высота 7134 метра, и это самый простой в техническом плане семитысячник по миру. Но в то же время это такая тяжелая рабочая гора, и его техническая простота не делает само восхождение простым физически. Лучший сезон – это июль и август. Химлунг Химал. Высота 7140. Это один из доступных трекинговых семитысячников Непала с непальским сервисом и с провешенными перилами. Отличный вариант, потому что дает возможность вам понять и примерно представить, какой сервис вас будет ожидать во время восхождения на Эверест. Лучший сезон – весна или осень. Мустагата. Высота 7546 метров. Это высокие 7000, но технически очень простые. Многие восходители берут на вершину лыжи и спускаются с вершины на лыжах. Территориально находится в Китае, и, как и на Химлунг Химал, мы в кулуаре планируем в будущем сделать программу и на Мустагату. Лучший сезон для восхождения – это лето. Также, друзья, подойдет любой из других семитысячников, но в моем списке были перечислены самые простые и самые доступные для восхождения. Сходили мы на 5, 6, 7 тысяч метров, и вот уже можно отправляться на Эверест. Но вы чувствуете, что не хватает как-то уверенности? Тогда можно сходить или еще на один семитысячник, или перейти к вершинам четвертой ступени, это низкие базовые восьмитысячники. Об оптимальном первом восьмитысячнике я даже записал отдельное видео. Оно уже есть на канале или будет через неделю. Сейчас расскажу коротко. Манаслу. Высота 8163 метра. Это были мои первые 8000 метров. И на данный момент я также считаю Манаслу оптимальным первым восьмитысячником по соотношению цена-сложность. На Манаслу лучший сезон – это осень. Также можно ходить и весной, но весной в основном все сосредоточены на восхождениях на другие восьмитысячники. Чоою. Высота 8201. Это самый легкий восьмитысячник в техническом плане, и он имеет один такой ощутимый недостаток перед Манаслу. Это высокая цена. Дело в том, что Чоою находится в Китае, и нужно обязательно доплачивать за шерпу, за весь непальский персонал, который идет в экспедиции. Поэтому стоимость экспедиции на Чоою начинается от 25 тысяч долларов, что почти в 2 раза дороже, чем восхождение на Манаслу. Но в то же время Чоою является самым безопасным восьмитысячником и вторым по популярности после Эвереста. Лучший сезон для восхождения тоже осень. Гашербрум 2 и Broad Peak. Это низкие и самые легкие восьмитысячники Пакистана, но я там пока не был и могу судить лишь теоретически. Так вот, теоретически восхождение на Манаслу и на Чоою мне представляются более оптимальным вариантом для первых 8000. Сезон лето, и собственно летом 2021 года я планирую отправиться в Пакистан, ну и подняться на Broad Peak, может еще куда-то. Итак, друзья, мы определились с базовым списком вершин, а теперь давайте попробуем определиться с их наборами и комбинациями. Конечно, чем больше у вас высотного опыта, тем лучше. И оптимально это подняться на 2-3 вершины первой и второй ступени и сделать хотя бы по одному 7-8 тысячнику. Например, мой путь к Эвересту выглядел примерно так. Летом 2016 года я себе поставил цель подняться на 8000 и начал набирать высоту. До этого у меня был опыт восхождения на Эльбрус и много трекингов. Осенью 2016 я поднялся на Килиманджаро, потом в ноябре сразу на Мерапик и на Айленд Пик. В январе, уже это был 2017 год, поднялся на Аконкагуа.
весной 2017 опять же был кора вокруг Кайласа и трекинг в Непале. Потом летом была попытка восхождения на пик Ленина, где мы до вершины не дошли. Дошли где-то до 6800-6900. Потом из-за сильного ветра пришлось развернуться. Ну и осенью 2017 я уже поднялся на Манаслу. Сделал это без кислорода. И после Манаслу я решил, что следующей вершиной будет Эверест. И весной 2018 я был на вершине Эвереста. Таким образом, от первой вершины, которая послужила для меня отправной точкой на пути к Эвересту, это была Килиманджаро, до восхождения на Эверест у меня прошло 1,5 года. Конечно, вы спросите, можно ли подняться быстрее и какой нужен минимальный опыт для восхождения на Эверест. Мой ответ – да, можно. У нас во время экспедиции была девочка с Индии, для которой Эверест был первой вершиной в жизни. Кроме того, вместе с этой девочкой был ее охранник, для которого Эверест тоже был первой вершиной в жизни. С ними постоянно ходило рядом 5-6 шерпов. Я думаю, что эта девочка была какой-то принцессой, потому что сервис ей старались оказать максимальный. Но тем не менее на вершину они оба вышли и даже спустились, пускай и при помощи шерпов, но тем не менее живые они спустились вниз. Так что вы видите, что это возможно, но такой вариант я бы крайне не рекомендовал. Второй вариант, который сейчас набирает такой популярности, это идти на Эверест сразу после Эльбруса. Дело в том, что восхождение на Эльбрус не дает вам почти никакого понимания того, что вас ждет на Эвересте. Это совершенно недостаточный опыт. Поэтому, конечно, подняться после Эльбруса на Эверест тоже возможно, но шансы на успех очень маленькие, а деньги за экспедицию вам никто не вернет. Поэтому я бы тоже сильно не рекомендовал идти на Эверест после Эльбруса. Лучше приложить чуть больше усилий, потратить чуть больше времени, но набраться этого нужного высотного опыта. Так что я рекомендовал бы набраться хотя бы минимального высотного опыта. Итак, немножко скрипя сердцем, я назову две снежные вершины с первой и второй ступени, или первой и третьей, или три любых вершины с 3 разных ступеней. Это 5000-ник, 6000-ник и 7000-ник или Аконкагуа. Следующий закономерный вопрос – это сколько минимально нужно времени, чтобы подготовиться к восхождению на Эверест. Я считаю, что минимум это полгода, но оптимальный вариант это 1,5 года. Для примера давайте рассмотрим несколько ситуаций, ориентируясь на сезонность вершин. Я ведь ее не зря называл в начале видео. Но, друзья, еще раз повторюсь, что считаю минимальным необходимым временем для подготовки на Эверест это полгода. При этом нужно понимать, что Эверест становится смыслом всей вашей жизни. Вы не пропускаете ни одной тренировки и делаете все необходимое для подготовки к вершине. Давайте представим сценарий, что в сентябре вы решили подняться на Эверест и сделать восхождение уже следующей весной. Высотного опыта у вас нету, но зато у нас есть полгода, чтобы подготовиться. Для начала в сентябре все еще можно подняться на Эльбрус, поэтому мы идем на восхождение на Эльбрус. Если с Эльбрусом не складывается, можно отправиться на Килиманджаро. Там хороший сезон и тоже подняться на нее в сентябре-октябре. Дальше в октябре-ноябре можно отправиться в Непал и подняться на Мэра Пик или Айленд Пик. После этого нам остается еще хотя бы одну вершинку, на которую стоит подняться зимой. И, конечно же, тут выбор падает на Аконкагуа, так как это почти 7000 и сезон там январь-февраль. В апреле стартует экспедиция на Эверест, и к этому моменту у вас уже есть достаточно высотного опыта, плюс вы полгода тренировались, напряженно тренировались и во время поездок, и дома. И у вас уже есть весьма неплохие шансы подняться на Эверест. Конечно же, если вы не передумаете до этого момента. А вот если бы вы запланировали Эверест хотя бы за год, у вас бы не было нужды ходить по вершинам в таком плотном графике. Также хочу привести пример реального опыта моих товарищей по восхождению на Эверест. У Романа в опыте был трекинг к базовому лагерю Эвереста, восхождение на Килиманджаро, Эльбрус, Мэра Пик и Аконкагуа. У Димы Семеренко был опыт Эльбрус и пик Ленина, успешное восхождение. Таким образом, у Димы был тот минимальный опыт, о котором я говорил, 2 снежных вершины.
Но я не устану повторяться, что чем больше высотного опыта вы получите, тем лучше. Друзья, в этом видео я рассказал о необходимом опыте для восхождения на Эверест. Но не пугайтесь, знайте, что все возможно. Когда-то я даже не мечтал об Эвересте. Это мне казалось как полет в космос. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что буду стоять на вершине мира. Если у вас есть такая мечта, идите к ней шаг за шагом, вершина за вершиной. И до встречи в горах. А если в горы, то с кулуар. Пока.